Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу вам, как я справляюсь с такой толщиной. Это джинсовая ткань, достаточно плотная, и это сгиб. То есть, когда нам нужно начать со сгиба или прийти такую толщину, я в этом видео вам покажу, как я это делаю. Перед вами моя помощница Дженаме 3050. Она компьютерная, имеет регулировку скорости, 50 декоративных строчек. Но мои советы по поводу толстых и тонких тканей помогут вам не только если у вас компьютерная машина. Вы справитесь и на любой своей другой машинке. Я хотела снять только толстые ткани, но вот вспомнила, что у меня еще была ситуация с тонкой тканью. Куда тоньше ткани, нежели тюль, я не знаю. И когда мне пришлось обрабатывать тюль, я столкнулась с проблемой, что несмотря на то, что моя машинка предназначена как для толстых, так и для тонких тканей, но она у меня как-то кривовато шила. Долго я мучилась, долго я придумывала. В общем, нашла выход, и вы знаете, и первый вариант сейчас, который я вам расскажу с тонкими тканями, и второй с толстыми, мне не рассказали в магазине, когда я ее приобретала, хотя обучение на ней я проходила. Ну вот, наверное, они не знали. А может, знали, не сказали. В общем, чтобы прошить вот такого рода ткань или любую другую тонкую ткань, если у вас неровный стежок, он косит, он куда-то стремится в другую сторону, не туда, куда вам нужно, уберите иглу влево. Не вправо, не посередине, а почему-то влево. Не знаю, как это работает, честно. Получилось у меня это случайно. И когда я начала тестировать, начала одну за одним делать, и у меня это работает. И я уверена, что это работает не только на моей машинке, потому что я садилась за бразер, там такая же история. То есть, если вам нужно прострочить тонкую ткань и на обычном среднем ходе ваша машинка что-то делает не так, как вам нравится, игла влево вам может помочь. Вот такая лапка нам поможет справиться с толщиной. Это обычная прижимная лапка. Она идет в комплекте с многими моделями машин, не обязательно Дженаме. Вот в ней есть вот такой вот штыречек, зачем-то он здесь нужен. И я об этом не знала и столкнулась с тем, что очень много девчонок не знают, зачем эта лапка, зачем эта пружинка. Некоторые думают, что с помощью ней снимается лапка с лапкодержателя. Ну, в общем, решила снять видео, потому как столкнулась, что многие этого не знают. Начнем с того, что я об этом не знала, пока не столкнулась. А столкнулась с чем? Сейчас я лапку одену. Столкнулась с тем, что когда мне нужно было прошить толщину, у меня она и буксовала, и съезжала, и было, в общем, обидно, как-то все было не так. И я начала смотреть на ютубе видео, как же справиться с толщиной-то. Что рекомендуют зачастую? Подложить под лапку что-то вровень с толщиной твоей ткани. Например, картонку, какую-то железячку. И когда лапка становится ровно, то она идет и без проблем. Когда я начала подкладывать эти все невероятные картонки и все остальное, совершенно случайным образом я обнаружила эту функцию этой лапки. И сейчас я вам это покажу. Итак, я включаю машинку. Выбираю строчку с закрепкой вперед-назад. Подкладываю ткань так, чтобы строчка шла с самого... ну вот еще ж нюансы. Можно шить вот так, а я вот прям сейчас усложню. И вот прям вот так. В уровень, чтобы с самого-самого начала она шила. Если мы просто опустим лапку, вы видите, что задняя часть, она касается зубчиков. И за счет этого вот эта верхняя часть поднимается, и все очень плохо. В общем, поднимаем лапку назад. Что мы делаем? Мы выравниваем лапку, ставим ровненько.
Вот так. Этот рычажок мы засовываем. Там вот вы увидите, что она раз и зашла. Там есть куда ей зайти. И тогда мы опускаем лапку. И что мы видим? Сзади она зафиксирована. Зафиксирована, и она не касается зубчика. За счет этого она стоит очень ровно. Я всегда начинаю шитье с того, что опускаю иглу вниз. Не знаю почему, мне так нравится. И так я начинаю шить. Вы можете обратить внимание, когда я начну шить, когда я пройду это место, где лапке уже не нужен будет упор, этот рычажочек, вот эта пружиночка, она отскочит сама. Так как я сейчас сделала это на высокой скорости, может вам что-то было непонятно, сейчас я еще раз это сделаю, только на более маленькой скорости. Выравниваем лапку, зажимаем, опускаем лапку. Я всегда опускаю иглу, придерживаю ниточки. Я сделала точечную закрепочку, как бы это не принципиально. Несмотря на то, что нитки-то у меня не для джинсы, я взяла контрастные, чтобы было видно, то есть оно справилось на отлично. И мало того, у меня здесь стежок 2,2. Вот давайте я сейчас сделаю стежок больше. Давайте сделаем стежок 3, наверное, это джинсовый более или менее стежок. Вот так выравниваем, ставим пружиночку, пускаем лапку, придерживаем ниточки и пошли шить. Вот она отскочила. Я надеюсь, вам очень хорошо видно, что машинки, по большому счету, с этой пружинной лапкой, это не пружинная лапка, а лапка с такой маленькой пружинкой, по большому счету, все равно строчить джинсы вдвое или вчетверо. Вот так. Если видео вам было полезным, оставайтесь со мной, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, вы и так все знаете. Спасибо вам большое.